Юрий Владимирович, сколько вам ложек кофе? 1,5. Давайте я вам тогда земной кофе, А я вам вы мне приготовлю сделаете космический. Мы с космонавтом Юрием Владимировичем Усачевым сегодня не просто завтракаем, еще и выясняем, насколько продукты обычные отличаются от космических. Растворимый кофе, к примеру, оказался одинаковым. За пределами Земли только такой. Дальше бутерброды. Ну вот вы что обычно? Я люблю бутерброд с сыром. Сыр. Есть что-то такое? Да, у нас есть специальная печка такая, если подогреть немножко, он такой, как фондю. Да вы гурманы там. прям, если на маленькие кусочки хлеба вот этим сыром, Получится такой же бутерброд, как на земле. такой же бутерброд. Сыр в жестяных банках, мясо тоже. Почти как наша тушенка, но вкуснее. Смотрите, курица с мускатным орехом. Таких консервов в обычных магазинах не найдешь. А вот и космическое печенье. Мне интересно будет ваше мнение. Обычное печенье. Ну вот. Мед, хотя и в тюбиках, но по вкусу тоже обычный. То есть можно себе заварить растворимого кофе, взять печенье, намазать его медом, и ты станешь немного космонавтом. Да. Немного космонавтом можно почувствовать себя и просто с яблоком в руках. Свежие фрукты и овощи на орбиту тоже обязательно отправляют. Был и совсем экзотический случай, когда на орбитальную станцию «Мир» был доставлен арбуз. Это был 1987 год. Космонавта Александрова решили поздравить с днем рождения. Это все же исключение, как и сосиски в вакуумной упаковке. Сейчас их практически в космическом питании нет, но когда-то. Первые сосиски в вакуумной упаковке исторически были изготовлены для программы «Аполлон». Американскими коллегами. И, кстати, их рацион отличается от того, что едят наши космонавты. МКС, вот она движется. Хотя находятся все вместе на МКС. Я слышала, что американцы даже хлопья кукурузные едят на космическом корабле. Бывало? Бывало такое, да. У них это входит в состав рациона. Так что еда в космосе, по сути, такая же, как и на Земле, подтверждают в Центре управления медицинским обеспечением космических объектов. Но дело в том, что есть некие ограничения по массе доставляемых грузов. Поэтому рационы питания на 60% состоят из обезвоженных продуктов. То есть сублимированных. Это практически как наши земные супы быстрого приготовления. Гораздо лучше, чем то, что продают. Потому что готовится харчо натурально. Настоящее. Такое, да, настоящее. Потом Ну, то есть все потихонечку из него выпаривают влагу. не выпаривают, а вымораживают. Да и каши быстрого приготовления один в один, как у нас. Поэтому, если времени утром хватает только на растворимый кофе и овсянку из пакетика, себя не ругаем. Просто в этот день мы немного космонавты. Анна Вашук, Денис Жаров, Сергей Морин. Первый канал.